Год назад на этом месте я делился своими впечатлениями от эксплуатации Subaru Outback. А сегодня я расскажу о Subaru Impreza XV 2010 года. Отличий от обычной Impreza здесь не так уж много. Вот эти арки в пластике. Пластик по низу кузова. Такой немножко внедорожных характеристик прибавляют, наверное. Ну и защищают. Вот видно, что у меня здесь следы эксплуатации. Защищают от разных соприкосновений. Собственно говоря, тут немного другая подвеска. Машина чуть выше, чем обычная Impreza. Тут клиренс где-то 185 миллиметров. Ну и, наверное, другая решетка радиатора немножко. И 2-литровый мотор атмосферный. На этом, наверное, заканчиваются их различия. Все остальное практически то же самое. Я на этой машине езжу уже 4-й год, 3 полных года. И менять, честно говоря, не собираюсь. Хотя мысли о том, что вторая машина должна быть в семье, они, конечно, есть. Но вот эта машина, мне кажется, что я ее буду снашивать до самого последнего момента. И сейчас объясню, наверное, почему. Хотел рассказать о плюсах этой машины. Внешность у нее реально классная и современная. А других плюсов нет. Ну, правда, нет. Но с другой стороны, я на ней езжу 4-й год. И как не найти плюсы за эти 4 года? Наверное, самый большой плюс: в машине уже 10 лет, и она не капризничает. То есть она едет постоянно. При 2-литровом движке я бы не сказал, что у нее большой расход, учитывая то, что здесь полный привод. То есть 9 литров на сотню в смешанном цикле по сравнению с, наверное, современными машинами это многовато. Но с другой стороны, машина 10-летняя с внушительным пробегом, это, мне кажется, нормально и не особо обременительно для семьи. Самый большой прикол в этой машине, как и, наверное, и во всех Subaru, это вот эта вот штука, да, когда стрелки туда-сюда, и потом машина завелась. Пробег моего экземпляра 158 тысяч сейчас. Я ее взял 3 с лишним года назад при пробеге, по-моему, 72 либо 74 тысячи. То есть я уже примерно столько же накатал за 3 года, сколько предыдущие 2 хозяйки накатали за 7 лет. Органы управления все здесь стандартные. Нет ничего такого, чтобы здесь как-то удивило. Управление климатом. Магнитолу я поставил Пионер сюда. Рамку до сих пор не поставил. Ну, меня это как бы не сильно сейчас смущает. Родная магнитола, звук, конечно, просто в ведро. И динамики родные тоже так себе. Но с Пионером они более-менее играют еще. Коробка 4-ступенчатый старый автомат с возможностью ручного переключения, так называемый. Там есть спорт-режим, но это удлинение просто передач, и возможность ручного переключения. Этим ручным переключением я пользовался, ну, от силы раза 3, наверное. То есть это такая бесполезная игрушка. Коробка здесь туповата. Во-первых, ну, как я и говорил, 4-ступенчатый автомат старый. Ну и сама коробка, конечно, так оставляет желать лучшего. 2 года назад я съездил в Минск, приехал оттуда, и, может быть, чуть маслица я там нагрел, может быть, что-то еще, но коробка начала подпинываться. Сначала я этому придавал какое-то, ну, серьезное значение, думал уже ремонтировать, менять, но вот в состоянии такого легкого подпинывания она сейчас пребывает по сей день, и хуже не становится. Иногда даже становится лучше. В чем заключается подпинывание? То есть вот ты едешь на первой передаче медленно,
и тебе надо бы сохранять эту медленную скорость, но машина понимает, что как будто ты едешь накатом, и переключается на вторую передачу с таким спинком. То есть ты вроде бы не хотел, чтобы она на вторую переключалась, а она переключается, и еще такой пинок есть. Вот в чем заключается подпинывание. Все остальные, там, со второй на третью, с третьей на четвертую, все нормально, назад тоже все переключается отлично. А вот этот вот глюк, не глюк, он есть. Не знаю, что с ним делать, но, честно говоря, ничего не хочу делать, пусть оно как есть, так и есть. То есть, если, например, коробка совсем крякнет, я закажу контрактный автомат, поставлю его сюда и буду ездить дальше. Ну или как там двигатель, если тоже крякнет, то либо переборка, если переборка дорогая, то опять же заказ двигателя и буду ездить дальше. Здесь подстаканники, ручник, подогрев сидений, подлокотничек, как обычно. Ну и сам салон выполнен из пластика так себе. А вот сиденья выполнены из достаточно хорошей кожи. Вот видно, что 158 тысяч прошла машинка, а вот здесь потертости есть, но еще сиденье достаточно крепкое. Вот здесь вот видна потертость от вот этой вот груши. Иди сюда. Вот. Есть груша, которая накачивает, так сказать, поясничную поддержку. Ну, тоже такая, так себе опция. Не знаю, кому она нужна, может быть, кому-то действительно нужна. Так, по салону. Ну, электронная регулировка тут всего на свете. Вот этих штук, наверное, японцы выпустили 3 миллиарда, потому что в каждой японской машине они присутствуют. Регулировка света фар, значит, электроподъемники, стекла. Понятно, что в этой машине уже нет безрамочных дверей. Уже здесь рамочные двери, обычные. Много всяких подстаканничков. Наверное, их сделали потому, что места в машине не так уж и много. Взрослый человек здесь вполне может разместиться. Хотя снаружи машина, конечно, не выглядит большой. Втроем на заднем ряду сидеть, конечно, сложно. За передним пассажиром места побольше, потому что кресло отодвинуто вперед. У импрезы очень красивые задние фонари. Сейчас такой оптикой никого не удивишь, но 10 лет назад это была бомба. Багажник неприлично маленький. В этом багажнике невозможно разместить вообще ничего. То есть, если, например, здесь вот у меня есть шторка, она стоит дома, и вот эта шторка натягивается, чтобы скрыть вот эту вот поверхность, места в багажнике вообще нет. Поэтому шторку я оставил дома, чтобы хотя бы что-то можно было возить. Там детскую коляску, например, сюда разместить. Либо там выбросить оттуда детское кресло, положить его сюда, чтобы там могли взрослые люди сесть. А так багажник очень маленький. То есть 2 чемодана туда-сюда и все. Ну, я по привычке вожу вот такой вот кусок пароизоляции кровельной, чтобы если что-то везешь грязное, постелил его и положил грязное уже на этот кусок, а не даже на вот этот резиновый коврик. Под резиновым ковриком, естественно, ворсовый коврик. Вот. Значит, ну, а здесь традиционно докатка и прочие всякие штуки. Мне очень нравятся эти зеркала. Я от них просто в восторге. Они огромные, такие лопухи, в них все видно. Недавно садился в Hyundai Creta, это одноклассник импрезы. Крета даже повыше и как-то посбитее выглядит. Но когда я сел на водительское место Креты и увидел зеркала,
что я вижу в заднее зеркало, ну, там, конечно, все это сделано достаточно убого и просто. Здесь очень большие зеркала, такие кроссоверного типа, хотя машина может быть и считаться кроссовером, но не совсем это, конечно, кроссовер. Это скорее полноприводный хэтчбэк. Открываю капот. Под капотом Ёж. Ёж 20-й двухлитровый мотор, который у меня вроде бы шепчет. Особого какого-то вмешательства я пока сюда не производил, да и, наверное, не нужно. Масло я лью сюда строго Идемитсу 5В40. Заменил аккумулятор примерно 2 года назад. Немножко вот видно, что тут запотевает компрессор кондиционера, но кондиционер дует, я его не заряжал ни разу. Скорее всего, сейчас нужно будет мне заменить привод ГРМ, потому что ремешки я менял недавно. Ну, кто-то говорит, что все двигатели Subaru стучат, и слышим там 4-й цилиндр. Не знаю, здесь ничего не слышно. И ровно такой звук был, когда мы ее с Димой смотрели и покупали, собственно говоря. То есть тоже ничего не было слышно. То есть мотор, если менять масло и масло лить нормальное, мне кажется, достаточно надежный. Ну, хищный такой у него взгляд интересный. Да, есть в этом что-то. За эти 3 года существенно я здесь ничего не менял. То есть я в самом начале практически заменил втулки стабилизатора и сайлент-блоки передних рычагов на полиуретановые. Не делайте этого. Лучше ездить на родных резинках, потому что если вот в эту машину поставить полиуретан, она становится очень острой. На полиуретане я приспосабливался ездить месяца 2, потому что лежачие полицейские, какие-то еще дела просто выбешивали. Просто это сразу такой удар прямо сильный, когда ты проезжаешь лежачего полицейского. Каждый раз мне в сервисе, когда я диагностирую подвеску, говорят, что у меня проблема с рулевой рейкой. Значит, я эти проблемы знаю. Покуда рулевая рейка не течет, покуда оттуда нет соплей, лезть туда не надо. Небольшая выработка, там есть небольшой люфт, но он совершенно ничему не мешает. Машина отлично рулится, она очень классно стоит в поворотах, она реально ввинчивает ее в поворот, даже там на скорости 110-120, вот, очень она такая интересная. И где-то раз в 30 тысяч, наверное, я проверяю подвеску на предмет износа. И вот последние 50, наверное, тысяч я вообще ничего не менял. Все мои замены ограничились там наконечниками рулевыми. По-моему, шаровые опоры я поменял. Ну и все, масло, ремни. Сейчас купил резину зимнюю Bridgestone. Других каких-то таких серьезных трат эта машина не вызвала у меня. Наверное, поэтому она мне нравится, и, наверное, поэтому я ее не хочу менять. Хотя, вот объективно, если сказать, вот по салону, если посмотреть, пройтись, здесь нет какого-то там, то, что приковывает взгляд, взор там. Просто эта машина ездит и ездит, и на ней приятно передвигаться. Хотя она, конечно, для моей большой семьи она маловата. Но если семья небольшая, эта машина просто находка. Это не внедорожник. Это просто полноприводный хэтчбэк. И не надо тут питать каких-то иллюзий и думать, что вот сейчас у меня полный привод, это Subaru, и мы сейчас пролетим где угодно. Нет, так не будет. Это достаточно элегантная, хорошая машина. Если к ней хорошо относиться, то она, соответственно, тоже ответит взаимностью. Стоит сказать еще, что эту машину я выбирал достаточно долго. Я выбирал между
Skoda Yeti, Mitsubishi ASX. И потом, когда мы не нашли Yeti с нормальным кузовом, то есть все кузова, они просто отслаивались, там у них есть такая проблема с отслойкой краски, не нашли адекватный ASX, мы решили смотреть на Impreza XV. Я, наверное, недели 4 мониторил рынок, а потом еще недели 2 или 3 торговался с хозяйкой, которая не хотела эту машину отдавать за мои деньги, а я не хотел платить больше. Но компромисс был найден, и я все-таки эту машину забрал. Это все, что я хотел сказать. Машина классная. Как это сказать-то по-русски? Хуйню сказал.